Всем привет! Мы Алена и Сергей, и это наше маленькое путешествие по Армении. В Ереван, столицу Армении, мы приехали на майские праздники. Погода в Ереване была градусов примерно на 5 холоднее, чем в Тбилиси. Затем мы арендовали машину и поехали в Гюмри. По пути мы посетили монастырь Сагма-Саванг. Монастырь был построен в 13 веке, находится рядом с природным заповедником Кассахским ущельем. Далее мы посетили огромнейший крест, который состоит из 1721 креста. Число крестов соответствует годам с момента принятия христианства. Следующая остановка – памятник армянскому алфавиту, который создал Месроп Маштоц в 1405-1406 году. На создание собственного алфавита его подтолкнула необходимость перевести Библию. Знакомство с Гюмри у нас началось с двух достопримечательностей, и первая из них – это Черная крепость, которую возводили во времена Российской империи, после окончания русско-турецкой войны. До границы с Турцией тут около 10 километров. Тогда по мирному договору город Гюмри отошел Российской империи. Крепость никогда не была использована по назначению, а сейчас крепостью владеет частное лицо. Вторая достопримечательность – это памятник Мать Армении. Это не первая Мать Армения, так как первая находится в Ереване. Данная скульптура спереди выглядит как женщина, а сзади как дракон. Город Гюмри называется городом черного туфа, так как много строений было выполнено из этого цвета камня. Во второй день мы поехали в Татев. Это наш самый длинный маршрут в Армении. Туда мы ехали больше 4 часов. В начале дороги нас застал дождь. За окном были захватывающие пейзажи. Каждый перевал был уникальным. Часть дороги проходила на высоте свыше 2,5 километров над уровнем моря. Иногда мы буквально ехали сквозь облака, и видимость была не более 15 метров. Затем перед нами открылись виды на горы впереди. Я ехала завороженная. Мы увидели близко лежащий снег и горы, покрытые альпийскими лугами. У канатной дороги «Крылья Татева» есть смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на расположенный внизу поселок. Спуститься к монастырю можно как на канатной дороге, так и подъехать на машине. Мы выбрали второй вариант. На одном из поворотов мы остановились посмотреть на какую-то тропинку, идущую вдоль ущелья. Место совсем не примечательное и на карте никак не обозначено. Инжир растет. Такая красота. Потом местные ребята пригласили нас залезть с ними в пещеру, и мы согласились. Здесь течет теплая вода. Вот она. Горячий источник.
Камни были очень скользкими, и Сережа упал в воду 4 раза. Че? Не видно. Потому что Кавказ, мама, горячая кровь. Не видно Кавказ. Все. Приехали в Татевский монастырь, 9 век, конец 9-го, начало 10-го основания. Тут, видимо, крестины проходят сейчас. Красиво. Говорят, что это является точным небесным компасом, а также, что от вибраций столб может двигаться, установлен на шарнирах, и при землетрясении или при приближении вражеского войска будет двигаться как-то. Это усыпальница Григора Татевадзе, последнего святого армянской церкви. Сам монастырь считается жемчужиной армянской архитектуры, один из старейших духовных центров и крупнейший университет средневековой Армении. Татев переводится с армянского как «даст крылья». Легенда гласит, что, завершив работу, мастер-строитель встал на край ущелья, перекрестился, произнес «Огни Сурб-Датев, да не спошлет Святой Дух крылья» и бросился в бездну. Выросли у мастера крылья, он улетел, а построенный им монастырь назвали Татев. Тут света нет, я ничего не вижу. А, вот. Так, ну, Серега, держи. На, свети, снимай. Забрались туда. Из этой пещерки. А, это речка, есть такой там мостик дальше. Короче, к монастырю вел 3-километровый подземный ход, который в настоящее время завален. После Татьва мы поехали к 18-метровому водопаду Шаки. Напор водопада такой сильный, что четко речи не слышно. Подходит к водопаду. Думаю, что это водопад. Место для пикника даже есть. Прекрасно. Это не распивать, это интересно, распивать нужно. Отгоняй, братишка. Май. Братья. Ахтер. Ахтерес. Что мы въехали? Куда дальше? Майская осень наступила. Май, осень, реально. Мы заехали в небольшой бальнеологический городок Джермук. На Википедии указано, что там теплая весна, но 8 мая было +2. Город расположен на высоте 2100 метров над уровнем моря. Есть водопад и небольшое озеро, вокруг которого приятно прогуляться. Приехали в Джермук. Камни там навалены.
Как-то тут не жарко. Очень жарко. Вот это, наверное, путевая галерея. Слева. Слева путевая галерея. Озерцо. Если лебеди плавают, не похоже. Туда, Да. Ой, плаваю, да. Множество минеральных источников с различной термальной температурой от 30 до 53 градусов. Разная температура, отличается по вкусу. Для себя я выбрала самое вкусное, самое холодненькое. Май все только-только зацветает, и почему-то таким желтым цветом как будто не хватает солнца. Прям такое ощущение, что осень. Весной не пахнет. Холодно, снег. Деревья либо скинули листву, либо особо еще с такой листвой, что она желтая. Вот какие-то головы. Чей-то вырезан бюст. Второй водопад полностью в Армении, кстати. Сейчас посмотрим. Ого, пастырки, ребят, ничего себе. Блин. Идем в машине. Мокрые, уставшие, замерзшие. Май месяц. Держим руки, как будто зима. Тут такой хороший ноябрь. Но конец октября. Краснодарский ноябрь, да? Новый день, и мы едем в новое место – город Дилижан. В окрестностях находятся два красивых монастыря. Первый – Аргацин. Монастырь Аргацин затерянный в горах. Очень тихое, спокойное место. Строился монастырь несколько веков, с 10 по 13. Ох, какая тут река. Второй – Гашаванг. Был основан в 1188 году на месте разрушенного монастыря Гетик. В различных источниках упоминается как семинария, университет. Некогда здесь действовала академия. Преподавали богословие, философию, рисование, искусство письма, а также музыку. Это просто пилиграм, наверное.
Обратите внимание на верхнюю часть колонн, как она украшена с каждого угла. Городу присвоен статус национального парка, так как он окружен Дилиджанским заповедником. Это кружечка прям, с мизинец, наверное. Да. Настоящий. В Дилижане есть два места притяжения. Первое – это озеро, второе – это улица ремесленников. Улицей назвать сложно, скорее это реставрированный квартал исторической застройки с характерными для Дилижана архитектурными элементами, массандрами, деревянными балконами, перилами, резными наличниками окон и дверей. Прогуляться тут стоит, выглядит симпатично, но ехать ради этого в Дилижан не стоит. Новый день, дорога на озеро Сиван. Озеро занимает 5% всей территории Армении. Сиванский полуостров до падения уровня воды имел статус острова. Сиван – второе по запасам пресной воды горное озеро в мире и единственный крупный источник пресной воды в Армении, а также крупнейший на всем Кавказе. Почечки есть, листиков еще нету. Здесь, по-моему, чуть даже меньше листвы, чем Джармуки, в Джермуке, потому что все-таки, наверное, не так Там на как- ветра. там какие-то, да, листья были. То есть там желтые деревья были, но листья Ну, были. я, кстати, одно желтое тоже видел. А остальные вот так и стоят. На полуострове Сиван находится монастырь Сиванаванг, духовная семинария Вазгинян, пристань, а также дача президента Армении. Солнечно, дождик. Поднялись на самую высшую точку Сиванского полуострова. Сейчас идем к монастырям, пофоткаем и поедем. Прохладненько. Для мая так уж точно. Не знаю, сколько плюсом. Но в теплой кофте вот и в капюшоне холодно. Что оно, я кажется, Вау. Смотрите, какая красота. Вот сюда, вокруг. Серега, давай, вставай. Сейчас стану. Чпоинкс, чпоинкс. Вон туда он. Приехать. Без возюкала все. Ладно, сказали 9 градусов, сейчас попробуем. Ой, ну не... Можно окунуть руку. Весьма теплый. Свеженький, но бывало и хуже. Ласточки. Как меняется погода? Только что мы были под дождем, пошел там еще и снег. Сейчас едем в Гармин, решили. Солнышко. Ура! Заехали на смотровую площадку Арка Арарата, насладиться видом на гору. Но, к сожалению, Арарат был за облаками. Расстояние до него отсюда примерно 60 километров по прямой. Гарни. Раньше это был языческий храм, построенный в первом веке. В 1679 году разрушен землетрясением. Был восстановлен в советское время. Храм расположен в невероятно живописном месте, и раньше армянские цари использовали этот храм как свою летнюю резиденцию.
Рядом с Гарни находится симфония камней, памятник природы вулканического происхождения. Подобных горных образований в мире насчитывается несколько десятков. Считается, что симфония камней в ущелье Гарни – один из самых больших и красивых памятников этого типа. Этот вид действительно захватывает дух и стоит того, чтобы посетить это место. Бежевый это пыль, а это не пыль. Камни, то есть внутри серые, а снаружи такие бежевые. В монастырь Гигард мы приехали уже поздно вечером. Он внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия. Часть комнат монастыря полностью выдолблена внутри скал. Офигеть, арка в скале. Ага, освещается. А там пещера. Как эти штуки называются? Камушки, которые сложены? Туры. Туры? Не знаю, светит или нет. Не совсем с подсветим телефоном. Куча. В Ереване находится красивая голубая мечеть. Вокруг мечети разбит прекрасный сад. Эчмиадзинский собор находится недалеко от Еревана. Из-за реставрации главного собора экспозиция сокровищницы Эчмиадзина переехала на территорию резиденции Котелькоса Армении, куда обычно туристам доступ закрыт. В музее хранится множество бесценных реликвий. Одним из наиболее известных сокровищ является святой Гигард – копье, которым пронзили Христа. Каскад – это архитектурно-монументальный комплекс. Красивый лев. Строительство каскада началось в 1971 году и частично было завершено в 1980. Мать Армения. Подходим к ней. Какая работа. Народные орнаменты. И тут дверь. Мать Армения сделана из чеканной меди. Ее основание сделано из гранита. Все остальное выполнено из темного туфа, который не используется с 19 века, потому что это очень дорого, но здесь используется. Армения нам понравилась, однако для посещения самых интересных мест советуем взять машину в прокат.